Чистки в российском Минобороны Украине снимают все запреты на использование оружия, а израильская армия готовится штурмовать Рафах. Обо всем этом расскажу подробнее. В эфире Нехта. Самые важные и интересные новости. Репрессии против замов Шойгу, когда доберутся до министра и какой министр уже под угрозой. Путина, сейчас будет так называемая инаугурация, он пытается также показать, что неприкасаемых нет. Предстоящие выборы в Евросоюзе подталкивают к принятию быстрых решений и к резким заявлениям депутатов. Мы твердо стоим на стороне тех стран, которые разделяют европейские ценности и стремление быть вместе. Столкновение между полицией и профсоюзами во время первомайской демонстрации в Турции. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки и оставлять комментарии. Не забывайте подписываться на каналы и не забывайте про кнопочку «Супер спасибо». Так вы можете поддержать нашу работу, это очень важно. Поехали. Чистки в Министерстве обороны РФ продолжаются. По данным британской разведки, в российском ФСБ на допросе побывал еще один зам Шойгу Руслан Цаликов. Его называют покровителем Тимура Иванова. Цаликов, вероятно, является третьим лицом в иерархии Министерства обороны после министра обороны Сергея Шойгу и начальника генерального штаба РФ генерала Валерия Герасимова. Так говорят в британской разведке. Существует также реальная возможность того, что расследование в отношении Иванова может затронуть и министра финансов России Антона Силуанова, поскольку некоторые источники утверждают, что строительные агентства Минобороны построили дом для Силуанова. Арест другого зама Шойгу уже окрестили самым громким делом, самым серьезным скандалом в Минобороны РФ после того, как в ноябре 2012 года отправили в отставку министра обороны Анатолия Сердюкова, который попал в коррупционный скандал. Сейчас замминистра обвиняют в получении взятки, но медиа пишут и о возможном обвинении в госизмене. О том, что за чистки происходят в российском оборонном ведомстве, мы спросили у политолога Алексея Якубина. Учитывая, что Министерство обороны России сейчас имеет колоссальное количество ресурсов, колоссальные и полномочия во многих сферах, идет вот этот уровень передела своеобразно, с одной стороны. И с другой стороны, я на самом деле не исключаю, что это еще отчасти связано с тем, что у Путина, сейчас будет так называемая инаугурация, он пытается также показать, что неприкасаемых нет. И что, в общем-то, все чиновники, которые сейчас есть, должны понимать, что так, как было раньше, не будет. Условно обнуленный некий, назовем так, неформальный договор. То есть Путин вступает для себя в новую эру, и, соответственно, со всеми, даже достаточно близким кругом, этот круг должен понимать, что могут быть переписаны условия нахождения во власти, что условно неприкасаемых нету. То есть из того, что я вижу, что у Путина сейчас есть такая попытка, своеобразной, скажем, чистки правящей группы, которая вокруг него находится. То есть попытка сказать, что теперь, если кто-то думает, что ему, так как он уже попал в этот круг, все гарантировано в дальнейшем, так не будет. В британском Минобороны утверждают, что расследование в отношении заместителя Шойгу может затронуть и министра финансов России Антона Силуанова. Некоторые источники утверждают, что строительные агентства Минобороны, а значит Тимура Иванова, строили для Силуанова дом. Украина уже получила оружие, которым может бить по территории России. Некоторые партнеры, передававшие это вооружение, сняли такое ограничение, говорит недавно назначенная министр иностранных дел Латвии. Конечно, не все объявляется публично, и даже лучше не говорить это вслух до определенного времени. Главное – влияние на поле боя, потому что здесь есть выбор – или говорить о чем-то громко, или просто делать то, что надо. Министр считает, что если есть объекты, с которых Россия обстреливает Украину, то и Украина имеет право бить по этим объектам в ответ. Президенты стран Балтии призвали начать переговоры с Украиной о вступлении в Евросоюз. Главы Эстонии, Литвы и Латвии заявляют, что Украина защищает европейские ценности и Европейскому Союзу важно принять ее к себе в команду.
В 1990-91 годах демократический выбор был подвергнут испытанию в странах Балтии. Сегодня украинцы, молдаване и грузины борются за европейские ценности и европейскую семью, как свой окончательный выбор. Мы твердо стоим на стороне тех стран, которые разделяют европейские ценности и стремление быть вместе. Вместе с тем, как раз Грузию в Европарламенте призвали лишить статуса кандидата. Предложение поступило от евродепутата Виолы фон Крамон как реакция на применение насилия силовиками в Тбилиси на митинге против закона об иноагентах. Риторика депутатов Европарламента становится все жестче и быстрее реакция. Если раньше мы неделями могли ждать этой реакции, то теперь буквально день понадобился для того, чтобы высказать свое мнение. Правда, последуют ли какие-нибудь действия после этого? Вопрос, который мы, к слову, задали политологу Алексею Якубину. Что, во-первых, выборы, давайте не забывать, это все-таки играет роль. И я думаю, что ключевые европейские политики для себя самоопределяются дополнительно. То есть, потому что в контексте выборов важно показать не какую-то размытость позиции, да, а более конкретную позицию по разным вопросам. С одной стороны. С другой стороны, я бы говорил о том, что, мне кажется, в самом Европейском Союзе, наверное, уже эпоха каких-то отдельных дискуссий, она закончилась. Да, и поэтому мы видим такую более жесткую риторику, что если нет, то, допустим, не отвечает его стандартам и так далее, не прислушались к нашим призывам, то вот, пожалуйста, будет решение. Еще раз говорю, что тут еще, я думаю, важную роль, конечно, играет вот этот избирательный момент, потому что, не секрет, что часть людей и в самом Европейском Союзе, и за пределами Европейского Союза, да, они часто могли ремствовать на то, что вот европейские чиновники очень размыто говорят, не приходят к резким действиям, хотя понятно, как ситуация развивается. Вот я думаю, что это как такая некий апгрейд предвыборный в данный момент со стороны представителей Европейского Союза, показать, что будут и по-другому себя вести. Пропалестинские протестующие захватили здание Колумбийского университета в Нью-Йорке. Они забаррикадировались в одном из кампусов, сломали камеры видеонаблюдения. Полиции пришлось брать здание штурмом. Несколько десятков человек арестованы. Протестующие требовали прекратить все финансовые взаимоотношения с Израилем. Заместитель комиссара по разведке и борьбе с терроризмом Ребекка Вайнер заявила, что зачинщиками являются люди, давно известные департаменту. Мы здесь, чтобы показать вам примеры этих внешних акторов, которые не имеют никакого отношения к Колумбийскому университету, а также к некоторым другим нашим учебным заведениям. Люди, которых мы собираемся показать, это провокаторы, которые знают, как повысить градус эскалации ситуации и создать хаос. Мы видим, как меняется их тактика, что ставит под угрозу общественную безопасность. Эти некогда мирные протесты используются профессиональными внешними агитаторами, и теперь безопасность всех студентов, преподавателей и сотрудников вызывает озабоченность. Некоторые из них уже много лет известны нашему департаменту за их опасную, разрушительную, а порой и преступную деятельность, связанную с протестами на протяжении многих лет. Так что дело не в том, что происходит за границей, дело не в последних 7 месяцах. А в это время госсекретарь США в Израиле поблагодарил местных жителей за поддержку и рассказал о прогрессе в освобождении заложников. Я просто хотел сказать вам, что у меня только что была возможность встретиться с семьями некоторых заложников, как и во время каждого моего визита в Израиль. И, конечно, как это делал президент Байден и многие мои коллеги. И я просто хотел поделиться с вами тем, что сказал им. Возвращение ваших близких домой — это основа всего, что мы пытаемся сделать. И мы не успокоимся, пока все мужчины, женщины, солдаты, гражданские, молодые, старые не вернутся домой. Сейчас на столе лежит очень сильное предложение. Хамас должен сказать «да», и мы не успокоимся, не остановимся, пока вы не воссоединитесь со своими близкими. Так что, пожалуйста, не падайте духом, не теряйте веру, мы будем с вами каждый день, пока не добьемся этого. А израильская армия тем временем собирается штурмовать город Рафах в секторе Газа на границе с Египтом. Армия и премьер-министр настроены решительно, даже несмотря на угрозы Международного уголовного суда выдать ордер на арест Нетаньяху и других ключевых израильских чиновников.
Есть много сил, которые пытаются помешать нам сделать это. Недавно к ним присоединилась еще одна сила — Международный уголовный суд в Гааге. Этот суд не имеет власти над государством Израиль. Возможность того, что он выдаст ордера на арест за военные преступления командиров Цахала и руководителей государства — это скандал исторического масштаба. Я хочу прояснить одну вещь. Никакие решения ни в Гааге, ни где-либо еще ни в коей мере не вредят нашей решимости достичь всех целей войны. Следует заметить, что в Соединенных Штатах уже отреагировали на эти угрозы Международного уголовного суда и попросили не выдавать ордер на арест израильских чиновников. А Цахал к этому времени готовится штурмовать Рафах. Первомайская демонстрация в Турции переросла в столкновение с полицией. В Стамбуле представители профсоюзов и партийные активисты попытались прорваться к площади Таксим, где запрещено проводить митинги и шествия. В ответ полиция применила газ и резиновые пули. Всего задержано порядка 70 человек. Я хочу напомнить вам, друзья, что мы существуем благодаря вашей поддержке. Ваши донаты и спонсорство помогают нам снимать новые видео и показывать их вам. Поэтому все возможные способы, как нас можно поддержать, вы видите на экране. А внизу под видео вы видите кнопочку «Супер спасибо». Так тоже можно нас поддержать. Ну еще ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на наш канал. Так вы тоже окажете нам своеобразную поддержку. Но у меня на этом все. До встречи и хороших вам новостей.